Всем привет, ребята, с вами Рудольд, и прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего ролика, хотелось бы выразить огромнейший вам респект. Ваша невероятная поддержка помогает продвигаться каналу выше. Ролик про Барселону набрал более 12 тысяч просмотров, куча комментариев, лайков, обсуждений. Ролик с Жироной также набрал уже больше 7,5 тысяч просмотров, больше 100 комментариев. Вы пишите огромные комментарии, мы с вами рассуждаем, обсуждаем, что я не успел сказать в ролике, и это на самом деле действительно очень важно для меня, для продвижения канала в общем, поэтому огромнейшее вам всем спасибо и респект. Ну а сегодня мы с вами поговорим о лучшем на данный момент игроке Ла Лиги, которым является наша украинская машина Артем Довбик. Сегодня я собрал для вас все самые интересные факты из жизни. Погрузимся с вами в детство и первые шаги этого талантливого украинского игрока на пути к лучшему бомбардиру чемпионата Испании. А также вспомним с вами самые запоминающиеся футбольные моменты, которые уже успел сотворить Тёма Довбик. Заваривайте себе чаек, кофеек, грейте обед. Всем приятного аппетита, всем приятного просмотра. Поехали! Сам Артем родом из Черкас, в детстве его путь начинался с турнира «Кожаный мяч». Впоследствии хорошей игры его заметили тренера спортивной школы и пригласили к себе. Довбик участвовал в детско-юношеской лиге, защищая цвета спортшколы, и за 4 сезона он провел 65 игр и отметился 33 голами. В возрасте 16 лет черкасский нападающий получил приглашение от футбольной академии Харьковского Металлиста, но досадная травма колена не дала ему возможности показать весь свой потенциал, и ему пришлось вернуться в Черкасы. Через месяц после своего 17-го дня рождения нападающий подписал первый взрослый контракт, став игроком второлигового черкасского Днепра. Через несколько дней Артем дебютировал в профессиональном футболе и уже во втором матче отметился первым голом, став самым юным бомбардиром Черкас. В 12-м туре сезона 2014-2015 против Арсенал Киевщина из города Белая Церковь Тёма провел один из лучших матчей на тот момент в своей карьере. За 3 минуты до конца первого тайма он вышел на поле и успел до перерыва отметиться дублем, а во втором тайме оформил хет-трик и отдал голевую передачу. По итогу черкасский Днепр разгромил своего соперника со счетом 5-0. Всего в дебютном сезоне Довбик сыграл более чем в 20 матчах и отметился 7 раз. Конечно же, такая игра не осталась без внимания, и по словам самого Артема, в течение 2 часов после матча он получил предложение от 5 футбольных агентов крупных украинских клубов. Он даже поехал на осмотр в киевское «Динамо», но по итогу до соглашения так и не дошло, и он вернулся в расположение черкасского Днепра. Интересно, как бы сложилась его карьера, если бы он тогда перешел в то самое киевское «Динамо»? Оставляю вам это на рассуждение в комментариях. Летом 2015 года Артем стал игроком Днепра, тренером которого тогда был Мирон Маркевич. Однако в команде Маркевича юный форвард так и не смог закрепиться, сыграв лишь 20 минут в кубковой игре. В апреле 2016 года Днепр отдал молодого форварда до конца сезона в аренду в клуб из Молдовы, где Довбик сыграл всего 3 игры, выходя на поле не более чем на полчаса. Новый сезон 2016-2017 Артем должен был начать в составе Луцкой Волыни, однако Федерация футбола запретила клубу осуществлять трансферы, поэтому Довбик переподписал контракт с Днепром, впоследствии чего получил больше игровой практики, что и дало ему возможность реализовать свой талант. После того, как Днепр из-за финансовых проблем был лишен права выступать в премьер-лиге, Довбик в конце 2017 года получил приглашение поиграть за границей. В январе следующего года он подписал контракт с датским клубом Midtjylland, и в матче с принципиальным соперником из Копенгагена гол Артема помог его команде праздновать победу со счетом 3-2. Кстати, по итогам того сезона Midtjylland стали чемпионами Дании. В мае 2017 года Артем получил приглашение в национальную сборную Украины, но, к сожалению, ни в одном матче так на поле и не вышел. Осенью 2019 года после тяжелейшей травмы крестов, от которой лечился больше года, был сдан в аренду в другой датский клуб, где также не смог закрепиться, и уже летом 2020 года Довбик вернулся в Украину, подписав контракт с командой Днепр-1. В сезоне 2021 форвард сыграл 27 матчей в украинской премьер-лиге, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Конечно же, каждый из нас помнит этот матч, и я думаю, именно в этот день Довбик для всех стал открытием, дал о себе знать и стал в общем национальным героем. На Евро Артем дебютировал в матче 1/8 финала против сборной Швеции, вышел на замену вместо Андрея Ярмоленко и уже в дополнительное время принес национальной сборной победу со счетом 2-1. На 121 минуте Артем головой замкнул передачу Александра Зинченко и вывел украинцев в четвертьфинал. Для нападающего это стал дебютный мяч в сборную. Кроме того, Артем забил самый поздний победный гол в истории континентальных первенств.
120 минута и 37 секунда, побив тем самым рекорд Платини, который держался с 80-х годов. А сам Довбек стал самым молодым автором гола в составе Украины на Евро – 24 года и 9 дней. Это невероятно, думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать, думаю, это очень важно, сказал Довбек после матча со Швецией. Возвращаясь к Днепру, в 2022 году Довбек стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций, забив там 5 мячей. Благодаря этому Днепр-1 тогда заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф турнира. Сезон 2022-2023 стал просто космическим для него. В 30 турах УПЛ он забил 24 гола и отдал 4 ассиста. 28 результативных действий сделал Тёма Довбек. Ну и конечно же, такая машина не могла не зарекомендовать себя в один из клубов топ-5 чемпионатов. И в августе 2023 года за 7 миллионов евро Артем переходит в Жирону и становится самым дорогим приобретением в истории клуба. А дальше это уже история, которая пишется Артемом и самой Жироной. После 21 тура Жирона идет на первом месте в чемпионате Испании. Артем является лучшим бомбардиром Ла Лиги на уровне с Джудом Беллингемом, а если считать еще и ассисты, то и вовсе самым результативным игроком этого сезона. 21 января в матче против Севильи оформил хет-трик за 6 минут и теперь делит с Бензема второе место по самому скоростному хет-трику, забитому в Ла Лиге. Так сказать, намекнул Рамосу, что пора бы уже на пенсию. Этим летом с вероятностью в 99% уйдет в один из топ-клубов. И вы только себе представьте, еще в середине 2023 года ты являешься форвардом украинского клуба Днепр-1, а уже через год ты основной страйкер одного из топ-клубов европейских чемпионатов. Ну это просто топище. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, эти несколько минут для вас я сделал интересными и познавательными. Пишите обязательно в комментариях, чью историю вы хотели бы услышать в следующем видосе. Ставьте лайкос, не забывайте подписываться на Telegram, где каждый день выкладывается разного рода футбольный контент. И всем до скорой встречи, всем хорошего дня, всем хорошего настроения, всем пока.